В последние недели обстановка на Южном Кавказе продолжает стремительно накаляться. На фоне череды резонансных заявлений особое внимание привлекли слова старшего научного сотрудника Вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute Майкла Рубина. Его комментарий, прозвучавший в американских и региональных СМИ, стал поводом для оживленных обсуждений не только среди экспертов, но и в политических кругах, а также вызвал активную реакцию в социальных сетях. Рубин, известный своими жесткими и прямолинейными оценками международных кризисов, охарактеризовал ситуацию в регионе как крайне нестабильную и потенциально способную выйти из-под контроля в любой момент. По его словам, текущая динамика событий на Южном Кавказе значительно отличается от того, что наблюдалось еще несколько лет назад. Если ранее сохранялось хоть какое-то видимое равновесие между Баку и Ереваном, поддерживаемое балансом интересов внешних игроков, то сегодня этот баланс стремительно разрушается. Рубин отмечает, что на смену осторожной дипломатии пришли более напористые и прагматичные стратегии, в которых доминирует логика усиления собственных позиций любой ценой, даже если это влечет новые риски. Усиление военного сотрудничества Азербайджана с Турцией, расширение контактов Армении с США, Францией и другими западными партнерами, а также снижение роли России как посредника – все это создает качественно новую реальность, в которой даже мелкие инциденты могут иметь масштабные последствия. Эксперт подчеркнул, что обе стороны, судя по их действиям, исходят из предположения, что у них есть ограниченное время для укрепления своих позиций до того, как будут достигнуты финальные договоренности по мирному урегулированию. Этот фактор, по мнению Рубина, толкает игроков к политике опережающего маневра, наращиванию военной мощи, усилению пропаганды и формированию союзов, которые могут пригодиться в случае нового конфликта. Он напомнил, что в международной практике именно такая комбинация факторов не раз становилась катализатором крупных войн, когда цепочка событий, начавшись с локального столкновения, приводила к масштабной эскалации. Особое внимание Рубин уделил вопросам милитаризации региона. Он отметил, что за последние месяцы наблюдается заметный рост активности в военной сфере, закупки современных систем вооружений, модернизация армии, проведение совместных учений с союзниками. Все это, по его словам, создает атмосферу, при которой вероятность непреднамеренной эскалации возрастает многократно. При этом эксперт подчеркнул, что дипломатическая активность западных стран и международных организаций пока не демонстрирует достаточной эффективности. Заявления и резолюции не подкрепляются реальными шагами, способными изменить поведение сторон. Важной темой в его оценках стала и борьба за контроль над стратегическими транспортными и энергетическими коммуникациями. Рубин напомнил, что Южный Кавказ – это ключевой узел, связывающий Каспийский регион с Европой и Ближним Востоком. Маршруты поставок нефти, газа и других грузов, проходящие через территорию Азербайджана, Армении и Грузии, имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, а значит, становятся предметом конкуренции не только между региональными игроками, но и между мировыми центрами силы. Контроль над этими коридорами – скрытый, но чрезвычайно важный мотив многих политических и военных решений в регионе. Именно поэтому, по мнению Рубина, даже если мирный договор будет подписан, напряженность не исчезнет, а лишь примет новые формы – от экономических и дипломатических противостояний до гибридных операций. Эксперт также предупредил, что внешние игроки в случае нового обострения будут действовать, исходя из собственных интересов, которые могут радикально различаться. Это создает дополнительный уровень неопределенности. При возникновении кризиса вмешательство внешних сил может как стабилизировать ситуацию, так и усугубить ее. История знает немало примеров, когда конкуренция великих держав за влияние в регионе приводила к длительным и кровопролитным конфликтам. В завершение своей оценки Рубин призвал международное сообщество отказаться от пассивного наблюдения и ограниченных дипломатических жестов. Он подчеркнул, что урегулирование ситуации на Южном Кавказе требует комплексного подхода. Сочетание политического давления, экономических стимулов, гарантий безопасности и долгосрочных механизмов контроля за выполнением договоренностей. По его словам, надежда на то, что стороны сами найдут компромисс,
без внешней поддержки и контроля – это опасная иллюзия, которая может обернуться катастрофой. В совокупности все эти факторы – усиление военных приготовлений, конкуренция за стратегические маршруты, вмешательство внешних держав и активизация Ирана – формируют сложную и крайне нестабильную конфигурацию, в которой любое неверное движение может привести к масштабному кризису. Как предупреждает Майкл Рубин, у международного сообщества остается крайне мало времени, чтобы предотвратить сценарий, при котором Южный Кавказ вновь окажется в эпицентре разрушительного конфликта. Надо понимать, что процессы на Южном Кавказе тесно связаны с более широкой геополитической целью США и Израиля – сменой режима и демонтажом Ирана. Этот мирный процесс – лишь аспект продолжающейся войны коалиции стран против Ирана, где Турция и Азербайджан играют особую роль. В терминах классического определения войны Клаузевица мир является продолжением войны другими средствами. Обеспечение мира требует надежной логистики, а два ключевых маршрута через Грузию и Армению являются минимально необходимыми для достижения целей коалиции и обеспечения ее победы. США и Израиль, проводя активные удары по ядерной программе Ирана, поставили перед собой задачу либо остановить ее, выявив слабости Ирана, либо спровоцировать пересборку и тайное создание бомбы, превращая страну в еще более опасный режим. По мнению эксперта Института Брукингса Сюзанны Мелони, обе эти возможности реализуются одновременно. Иран находится в упадке, но еще не сломлен. Власть в стране сосредоточена в руках людей, для которых нечего терять, что делает ситуацию крайне нестабильной. Ослабленная сеть прокси, разрушенная система ПВО и потеря союзников вынуждают режим искать новые методы удержания власти. В итоге действия США и Израиля, включая военное давление, могли непреднамеренно ускорить создание еще более репрессивной и враждебной исламской теократии с ядерной программой. В этом контексте Кавказский регион становится ареной возможного масштабного конфликта. Исторически высокая интенсивность войн на Кавказе позволяет предположить, что Россия в случае обострения неизбежно окажется вовлеченной в конфликт. При этом ее поддержка будет направлена на ту сторону, которая проявляет большую лояльность и ближе к российским интересам. Усиление влияния США и НАТО в регионе Москва воспринимает как угрозу не только для Ирана, но и для собственной безопасности. Это повышает вероятность активного вовлечения России в дела Южного Кавказа. В результате регион может превратиться в арену жесткого военного противостояния между Россией и странами Запада вместе с Турцией. Между тем, премьер-министр Армении уже заключил соглашение с Азербайджаном и США по вопросам Сюника и строительства маршрута Трампа. Эта сделка повышает риск политической нестабильности в Армении, включая возможность переворота или массовых беспорядков с целью смены власти. Региональная напряженность в сочетании с комплексом внешних и внутренних факторов ставит Азербайджан, Армению и Грузию на грань серьезного военного конфликта, который может вспыхнуть в любой момент. Пишите, что думаете в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать главные новости региона и мира.